Пенсионеры в замерзающем Киеве. Новости о протестах в Иране. Канал с португальскими новостями. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 24 января, 14:30. 24 января издание The Associated Press выпустило материал о том, как живут пенсионеры в замерзающем после российских атак по энергосистеме Киеве. В морозы до минус 10 градусов света и тепла часто нет большую часть суток. Лифты в многоэтажках часто не работают. Люди в 50 и в 70 лет вынуждены ходить по лестнице на 22 этаж. Кто-то из-за заболеваний не может даже до магазина дойти, а чтобы не замерзнуть, нагревает кирпичи с помощью свечей и пока они теплые, греется ими. В престижных районах люди объединяют средства на генераторы, чтобы работали лифты. Но в большинстве кварталов, где живут пенсионеры, люди не могут себе этого позволить. Напомню про сбор на генераторы для больниц и школ Украины. Ссылка в описании. Недавно знакомые иранцы показали канал в Телеграме, где публикуют видеозаписи преступлений режима Аятолл в Иране. Канал называется «Кианы Мелли-1», что можно перевести как «национальное самосознание». Несмотря на слухи о том, что восстание в Иране подавлено, канал ежедневно публикует страшные свидетельства преступлений режима, которые даже в Телеграме скрыты под спойлером. Также показан жесткий отпор, который дают по сути безоружные люди силам военизированной организации в составе Корпуса стражей Исламской революции. Новостное издание ABC News рассказывало о выступлении наследного принца Ирана Резы Пехлеви в Вашингтоне 16 января. Среди санкций, помощи со связью, плана транзита для Ирана, он также говорил о том, что можно помочь без пресловутых boots on the ground, хирургически точным ударом по командной структуре КСИР. Несколько анонсов о нашей деятельности. Мы продолжаем изучать португальскую культуру и сделали алфавиты в стиле португальских и русских сказок. Если найдете ошибки, присылайте, будем исправлять. Чтобы учить португальский язык методом аналогий, мы сделали канал в Телеграме, где каждый день вы можете читать фразы на португальском языке с переводом на русский. Также стараемся разобраться в актуальных событиях португальской жизни и сделали для этого агрегатор новостей с ежедневным дайджестом и краткими описаниями на русском языке. Приближается день, когда 2 года назад в путинской тюрьме был отравлен Алексей Навальный. 16 февраля в 6 часов вечера мы соберемся у мемориала в его память, чтобы вспомнить о его жертве и его борьбе с путинским режимом ради лучшего будущего для россиян и против войны в Украине. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.